Этот день настал, наконец-то я закончил работу над своими всеми джойстиками, провел тест и вроде все прошло успешно, поэтому сейчас я хочу вам рассказать про модификацию кабины, а кто не смотрел первую версию кабины, которая вышла год или полтора назад, это видео, и про все джойстики, можете еще раз пересмотреть, потому что в этом видео я буду рассказывать более кратко о том, что уже было, а о том, что новое, расскажу поподробнее. Ну, как-то так, то есть... Всем приятного просмотра, поехали. Значит, давайте начнем с того, что это ноутбук, тоже новый. Раньше мы играли с вами в Prepar 3D, сейчас мы играем в Microsoft Flight Simulator. Для этого есть вот такой вот отличнейший кредитный ноутбук. Очень вовремя перед началом войны прямо взял его. Но как-то мы пока справляемся, поэтому посмотрим. Значит, отличный ноутбук, где-то $1500 он стоит. Сейчас, наверное, уже все две, так точно. Смотрим дальше, что есть у нас. Джойстики надо как-то подключать. Для этого у меня есть вот такой огромный, несколько переходников. Один переходник 4 в одном, второй переходник 7 в одном. Вот. То, что 7 в одном, здесь используется для обычной мышки, вот USB, поэтому на это не обращайте внимания. Все остальные у меня подписаны, и сейчас я о них расскажу. Значит, слева направо начнем. FIF это микрофон китайский, Fifine. Очень галимый, но он USB, поэтому другого варианта у меня в принципе не было. Купил самый дешевый USB микрофон, который был вообще доступен. Еще и по скидке. Так, и дальше у нас York. Возвращаемся к нашему York. Что такое York? York это единственный покупной джойстик, который здесь есть. Но он не просто покупной, он модифицированный. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Значит, смотрим, как он отображается у нас на экране. Заходим в настройки, устройства и принтеры. Вот видим здесь отображение у нас CH Flight Sim York. Так, я сейчас перехожу на вертикальную съемку, так удобнее снимать. Все, перешел на вертикальную, не знаю, что я сразу не начал с вертикальной. Значит, вот так вот он отображается. Заходим в свойства. Открываются свойства. И мы видим, что это обычный джойстик. На себя можно кнопки разные нажимать. Вот. Обошелся он, по-моему, в 3000 гривен когда-то. Где-то года полтора-два назад. Вот, значит, с него начали. Тут ничего интересного. В симуляторе он отображается без проблем. Просто как джойстик обычный. Едем дальше. Вторым джойстиком, который у нас здесь используется, сейчас я приоткрою занавес тайны, значит, это джойстик на базе Arduino Micro. Сейчас здесь выйдет картинка, как Arduino Micro выглядел этот джойстик раньше, когда я его сделал. И сейчас я решил, чтобы мне хватило места на все, встроить его внутрь, вот сюда вот. То есть внутрь самого CH Flight Sim York. Сейчас я покажу короткое видео, как я это все делал, как встраивал. И у меня получилось джойстик 2 в 1. Вот так вот. Вот, и верхние крышки тоже. И сделал я джойстик из судочка. Вот так вот эта куча выглядит. Вот сюда вот парочку приделать. И можно все соединять проводами. Но проводами тоже надо соединить аккуратно, чтобы ничего не мешало основной функции этого штурвала. Так, оба джойстика работают. Сейчас я их буду собирать. Вот опять показываю, все работает пока. А теперь главное закрыть эту конструкцию. Вот так вот оно выглядит. Я его к столу присоединил. Я наклеечки наклеил всякие. Немножко оно пылью все припало, ну ничего страшного. Вот, подписал тумблеры все, батарея, включение, выключение. Ну здесь все как бы видно. Никаких здесь нюансов нету. Так, а давайте еще микро подключим и посмотрим, как оно отображается в Windows. Так, для этого переходим вот сюда вот и нажимаем. А ну фокусируйся. Вот микро у меня подписано. Слышим звук подключения джойстика. Заходим сюда. Видим, Arduino Micro у нас появилось. Нажимаем свойства. Вот. И давайте теперь покрутим, посмотрим, как оно реагирует.
Все тумблеры повключаем. Батареечку включим. Ну и вот эти все давайте выкрутим на максимум. И обратно возвращаем. Вот. И батареечку нашу. Давайте тоже все выключим. Так, тут выключено. И вот здесь сбоку тоже у меня два выключателя. Включаем их и выключаем. Так, все, мы выключили, вернули в исходное положение. Дальше. Как вы видите, из этого джойстика я убрал 3 рычага. Тут управление двигателем, микстурой и пропеллерами. Было 3 потенциометра. Я их вытащил и вставил их. Переходим к следующему джойстику. Вставил их вот сюда, в педали. Получается 3 потенциометра. Я взял их с этого штурвала. Один используется вот здесь вот для поворота вправо-влево. И по одному джойстику установлены на управление тормозами. Левый тормоз и правый тормоз. Историю создания этого джойстика также у меня уже была на канале. И вы видите модификации, которые я произвел. Раньше у меня здесь были пружинки. Я их убрал, оставил на резинках. Так намного удобнее. Это во-первых. И во-вторых, ну ничего в принципе больше я не делал. Я приделал, чтобы педали не ездили, их на вот такую планочку. Отдельное видео о том, как я встраивал один джойстик во второй, смотрите тоже на канале. И также там будет немножечко о том, как модификация происходила вот этого джойстика. То есть я менял пружины, которые здесь внутри, на вот такие вот обычные резиночки, которые я туда встроил, вместо пружинок. И теперь он работает намного мягче, плавнее. И, как видите, возвращается туда-сюда. Еще я купил специальную смазку для пластика, чтобы здесь все четко ходило. То есть он у меня просто работает превосходно. И давайте теперь подключим. Покажу, как педали работают. Возвращаемся в свойства. Вот я ставлю ноги на педали. Сейчас как бы лучше показать. Поворот вправо, влево, вправо, влево. И педаль. Левая педаль и правая педаль. И 2 педали одновременно. То есть у нас есть повороты и нажатие педалей. Отличный джойстик, я считаю, еще идет в комплекте вот с этим устройством. Переходим дальше к устройству, которое было сделано новое. Давайте я его открою и буду о нем рассказывать. Значит, здесь обычный джойстик. Код для этого джойстика такой же, как и здесь. То есть у нас 6 потенциометров и 12 кнопок. Смотрим здесь. Потенциометры 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть код обычный, плата та же, все как... еще вот же кнопочка, еще 1, 2. Вот, получается у нас 14 кнопок. По внешнему виду, я думаю, все догадались, для чего это и как этим работать. Двигатель, пропеллеры, обороты и микстура. Вот. Очень удобно лежит рука. Значит, если нужно объединить, допустим, у нас один двигатель или просто не нужно различное управление, вот так вот одеваю резиночку, плотно одеваю, и теперь они ездят вместе, и здесь вот резиночка давит, и оно работает как один единый джойстик. Давайте теперь подключим к компьютеру и посмотрим, как она отображается. Arduino Leonardo ETH. А ну фокусируйся. Вот так вот она отображается. И давайте я сейчас пошевелю. Посмотрим, как оно реагирует. Ну, в принципе, все работает. Лампочка светится при нажатии. Значит, это у меня используется для реверса. А это спидбрейки выпускать. Ну, или спойлеры. Вот.
Эти кнопки пока никуда не назначены, они у меня такие резервные. Когда-то, может, куда-то пригодятся. Так, еще на этом джойстике у меня есть триммер. Вот, но он у меня по шнурку подсоединяется к другому джойстику, а о нем речь пойдет очень-очень скоро. Так, едем дальше. Поднимаем занавес, и здесь у нас новая GPS-ка. Плюс-минус все то же самое. То есть при нажатии здесь клавиши нажимается какая-то кнопка с клавиатуры. То есть это имитация клавиатуры. Также на базе Arduino. Единственное, я поменял название кнопок и немножко функционал. То есть теперь немножко другие клавиши вводятся. И видео создания этого джойстика, как внешне, так и код, все будет в описании. Отдельное видео. Все смотрите. Приятного просмотра. И смотрите еще. Здесь у меня теперь есть встроенный уже экран. Мне не надо его отдельно ставить. Сейчас покажу, как я его включаю и как он работает. Итак, включаем. Для этого у меня есть специальное устройство. Разблокируем, включаем Wi-Fi. Немножко увеличим яркость. Теперь с помощью приложения Space Desk мы сможем сделать здесь наш выдвинутый экран. Нажимаем сюда. И как видим, теперь мы на этот экранчик можем перетаскивать любые окна. И довольно небольшая задержка мышки. Ну, для GPS-панели это вообще работает без проблем. Так, теперь давайте создадим текстовый документ. Давайте прямо в этом окошке создать текстовый документ. И прямо в этом окошке сейчас мы подключаем этот джойстик. Я уже показывать не буду, но я просто здесь нажму на GPS. И смотрим, появилось новое устройство у нас. Называется оно Arduino Leonardo ETH и отображается как клавиатура. Это вот эта вот GPS-панель, она и есть. И теперь покажу, как она работает. При нажатии на разные кнопки в поворотах вводятся разные команды. Не все они отображаются в блокноте, но их там много. На русском, на английском, ну там не принципиально. Если я сейчас поменяю язык, будут вводиться другие команды. В симуляторе я потом просто назначаю на эти клавиши какие-то действия, и у нас получается с вами полноценный джойстик. Аэропорт вылета — это у КББ у нас, поэтому давайте вот сюда вот впишем, просто начинаем вращать. Ну вот теперь смотрим, как выглядит наш флайт-план. Давайте отдалим немножко и почистим экран. Вот видим, что мы вылетаем с Борисполя, через Модную летим в Жулянное. В прошлых джойстиках у меня было устройство, называлось Leo, для управления частотами. Сейчас я его показываю. Вот. Значит, полностью верхняя панель. Вот картинка, как она выглядела раньше. Сейчас она выглядит так. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Код тоже почти не поменялся. Все плюс-минус одно и то же. Точно так же сейчас при изменении потенциометра вводятся какие-то команды в блокнот. Давайте сейчас я включу его и посмотрим. Значит, смотрим сейчас только на вот эту верхнюю часть. Нижнюю часть не трогаем. То есть здесь у нас в этой коробке два джойстика. Поэтому вы можете наблюдать так много кнопок. Значит, смотрим. Называется это устройство точно так же Leo. Я иду сюда, включаю его и смотрим, как оно отображается. Arduino Leonardo оно отображается. Вот. Теперь мы можем зайти в текстовый документ вот сюда. И точно так же давайте понажимаем кнопки и посмотрим, как оно отображается. Как видим, при нажатии и отпускании некоторых кнопок у нас происходит в общем, вводятся команды при
при том, как мы выполняем какие-то действия, манипуляции с этим джойстиком. То есть принцип точно такой же, как и здесь. И поднимаем шасси. Видео создания этого джойстика и код находится в описании. Как вы помните, эта вся панель, она работает не просто так. Для того, чтобы менять частоту, нам нужно где-то видеть эту частоту не только на экране. Для этого есть приложение, называется оно FS Radio Panel. Опять телефон я забрал, старенький, ну он хорошо работает. Вот. И поэтому вот сюда вот так вот отлично становится. Значит, здесь будут отображаться частоты, которые мы здесь меняем. NAV1 у нас вот на экране вот 110/50. Давайте сделаем 113,3. Я беру вот эту штуку, вращаю. 113. И мелкую вращаем 3, нажимаем, и она свапается с нашей активной частотой. И видим, у нас теперь 113,3 отображается и здесь, и здесь, и здесь. Но если мы, допустим, на вот таком вот виде летим, мы можем также без проблем взять и поменять здесь частоту. Панель автопилота. Здесь 5 энкодеров, которые работают влево-вправо, влево-вправо, ну, как обычные энкодеры. Вот, и вот такие вот кнопочки. Но так как джойстик не активирован, выглядит это все не очень хорошо. Поэтому сейчас я включаю этот джойстик. Он называется автопилот. При нажатии на эти кнопки вводится какая-то кнопка с клавиатуры, которую мы указали в коде. То есть, например, там Shift плюс Alt или Shift плюс 5. И мы видим, что те кнопки, которые мы активизировали, они как бы загораются, и поэтому происходит такая индикация. Значит, в чем смысл этого джойстика? Изначально нам, допустим, для полетов на Cessna, для которого как бы здесь все готово уже, используется там 4-5 кнопок автопилота. Но я сделал с запасом, потому что у меня и кнопки были, и возможность такая была. Вот видим, сейчас нажимается B, U, то есть равно минус. То есть эти кнопки вводят также команды из клавиатуры, как и предыдущие джойстики. Кроме этого, когда они активизированы, когда они активны, они еще и подсвечиваются. Дальше столкнулся я с двумя проблемами. И я запущу симулятор, где мы рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть. Давайте сейчас увидимся, когда я уже запущу симулятор. Мы с вами оказываемся в отличном аэродроме, с отличным видом. Люди ходят per median. Так, все выключено? Выключено. Давайте начнем по порядку. Значит, на примере этого самолета я расскажу, с какими проблемами я столкнулся. Значит, во-первых, в самой игре нету возможности назначать команды на кнопки для навигации. То есть здесь нету ни 430, ни 530 GNS. Поэтому пришлось использовать программу, которая называется FS UEPC. Ее можно купить, а можно пользоваться демо-версией, которую раз в месяц выкладывает ее разработчик на форуме. Ссылку в описании также я оставлю для тех, кому это интересно. Эта тема поднималась в отдельном видео, поэтому сейчас мы ее затрагивать не будем. Так, давайте сейчас назначим. Нажимаем кнопочку правый Alt, или я переназначил на Tab, и кнопочкой мышки у нас появляется вот такое вот окошко отдельное с информацией, которая дублируется на вот этом экране. Давайте посмотрим. Для того, чтобы сделать из любого девайса, ну, телефона или планшета или другого компьютера отдельный экран, нужно скачать программу SpaceDesk, она называется. И на телефон, и на компьютер. На компьютере мы делаем сервер, на который транслируется. А на телефоне мы скачиваем просто приложение, запускаем его и подключаемся к Wi-Fi. Важно, чтобы два устройства были подключены к одному и тому же Wi-Fi. Теперь перетаскиваем сюда и нажимаем левый Alt и Enter. Таким образом у нас получается отображена панелька GPS прямо на нашем экране. Вот.
И дальше мы можем здесь смотреть все что угодно, а на этом экране у нас всегда останется отображение GPS. Если мы берем конкретно эту модель Cessna, в чем есть нюансы? Нюанс заключается в том, что с каждым самолетом, платным каким-то кастомным, идет к нему мануал. И разработчик, когда делает свой самолет, он может сделать какие-то команды для этого самолета, которые вводятся с компьютера, которые нестандартные. Вот, мы видим их здесь. Вот они вот в таком вот виде выглядят. Я когда это увидел, я удивился, потому что, например, в самолетах обычно есть команда «включить посадочные огни». И обычно это просто делается одной кнопкой, и ты всегда в любом самолете, нажимая эту кнопку, у тебя будут включаться landing lights. Но когда разработчик какой-то сторонний, он делает какие-то свои нюансы. Например, в этом самолете landing lights не просто включаются, выключаются, они еще и убираются полностью. То есть у них 3 положения. 1, 2, 3. Также здесь интересно, в этом самолете есть правило. Вот, то есть влево и вправо 3 положения у этой клавиши. И разработчик, когда выпускает свой самолет, он это указывает, что есть hardware input. То есть мы должны вот эти кнопки назначать вручную текстом. Мы не можем их назначить. Для этого есть программа, я ее сейчас покажу, бесплатная. MobiFlight она называется. Ее можно также бесплатно скачать. Ссылочки тоже будут на нее в описании. С помощью этой программы и покупного БУ джойстика я решил проблему, которая у меня возникла. Подробнее смотрите на видео, ссылка будет в описании. А сейчас я вам подробнее покажу это устройство и расскажу, как оно работает. Это переделанный обычный джойстик. Я взял обычный джойстик, оттуда взял плату и понатыкивал свои кнопки, и не только свои, а с этого джойстика, натыкал в такую вот коробку и присобачил ее себя. То есть получилась у меня такая button-box с множеством кнопок. Вот так вот она выглядит, и встроил сюда паркинг брейкс тоже. Здесь у меня паркинг брейкс, кнопка, 2 тумблера, еще кнопка и тумблер, и вот такой вот двойной тумблер, влево-вправо. Сейчас покажу, для чего я это использую. И вот этот Power Head называется. Теперь я могу управлять этим праймером. Итак, я нажимаю здесь влево, и он на экране тоже поворачивает влево. Давайте ближе посмотрим. Вправо, вправо. В обычном джойстике, в настройках симулятора, такого найти нельзя, поэтому пришлось прибегнуть к такому. Также есть Auxiliary Fuel Pump High, Low, и полностью их выключить, эту кнопочку нажать. Вот так вот это работает. Ну и в целом я назначил почти все кнопки, которые только были на этом самодельном новом джойстике ремейке, и я считаю, что проблему я решил. И последнее на сегодня устройство касается вывода данных из симулятора, а не ввода. Такими устройствами вывода я считаю программу FS Radio Panel и программу SpaceD, с помощью которой я выводил данные из симулятора, то есть отображение GPS дисплея. То есть информация выводилась из симулятора на другое окно, и я использовал эти данные вне самой игры. Но, к сожалению, не все данные, которые мне необходимы были, отображались в этой программе. Такие как стендбай частота привода, ADF. Вообще нигде не отображалось. И также вообще был упущен момент с отображением автопилота. То есть экранчик автопилота нужен был. И я в этом видео покажу, как я его сделал, и заодно, как я сделал второй информационный дисплей, на котором я вывел необходимые, с моей точки зрения, данные, которые отображаются автоматически в зависимости от состояния нашего полета и данных самолета. Опять-таки, как я делал это устройство, есть отдельное видео. Если оно вас заинтересовало, переходите и смотрите. А сейчас я коротко расскажу о том, как оно работает и выглядит. Значит, это 2 экранчика, одно 16 на 2 и 20 на 4 знаков. И эти экранчики я вот захотел сделать так, чтобы они там отображались. Так подключаем. Точно так же подключаем, как и все остальное, с помощью USB. Сейчас одной рукой надо немножко поиграться. Вот мы его подключили, он загорелся. И вот выводится информация, которую мы можем из него получить. Так, для подсоединения к игре нам понадобится приложение Bits and Droids называется. Вот так вот оно выглядит. И давайте здесь запустим, посмотрим, как оно выглядит. Что мы делаем? Нажимаем старт.
И видим две зелененьких, значит оно подключено, оно перезагружается и оно подсоединено. Мы включаем автопилот, я буду включать его здесь мышкой, чтобы было видно. И мы будем смотреть, как здесь реагирует автопилот на этом джойстике. Нажали автопилот, нажали режим heading, режим approach, режим удерживания высоты. Что здесь еще есть? Ну, реверсал я не делал, потому что это такой интересный режим. И режим nav есть. И здесь сверху у меня настроено для других самолетов. Давайте, короче, поклацаю и посмотрим, как оно будет меняться. Throttle и AS 1, 2. Так, что еще у нас есть? Вертикальная скорость и высота меняется. Точно так же можем ее здесь накручивать. Еще флайт директора можно включать, отключать. И можно видеть yaw демпер, работает или нет. Сейчас я тоже это покажу. Флайт директор отображается. Ну вот еще режим есть. Захват курсового и глиссадного оно подскажет. Эта черточка значит то, что самолет находится в режиме удержания горизонта. Так, двигаемся дальше. Здесь мы двое данных посмотрели уже. Теперь давайте это давление посмотрим, как оно отображается. Вот QNH 2994, это QNH, если я два раза вот сюда нажимаю, это QNH как кнопочка B, то есть QNH аэродрома, ну так оно есть. Или если зажимаю, оно меняется на стандартное давление 2992. Ну и ADF частота, это та самая частота стендбай, которая отображается вот здесь вот. Допустим, сейчас это 1400. Но на этом, здесь у нас нигде не видно эту частоту. Поэтому сейчас, допустим, я поставил ADF, и давайте ее поменяем, допустим, на 850. Я сейчас начну крутить, и на джойстике она будет меняться. Вот так вот давайте лучше покажу. 850. Нажимаем так, раз, и она свапается у нас. Вот видим, она свапнулась. Так, давайте хединг покрутим. Вот видим, в игре ездит курсор, когда я кручу хединг. И аналогично он меняется здесь. OBS 1, OBS 2. Вот мы его можем тоже накручивать. И OBS 2, это мы для этого выбираем nav 2. И теперь мы можем крутить курс второго нашего указателя. Едем дальше. Fuel quantity, это наш остаток топлива. Вот мы здесь меняем ползуночек. И, соответственно, меняется количество вот здесь. Следующий показатель справа сверху. Что это такое? Давайте сейчас покажу. Это проценты триммера. Так, сейчас я мышкой буду крутить вот это колесико. Видим, сейчас оно примерно находится у нас посередине. Ну, там плюс-минус 10%. Смотрим, у нас отображение минус 8%. Я кручу колесико мышки. Так. И у нас отображается положение фактическое нашего триммера. Это очень удобно на заходе на посадку, когда ты понимаешь, что тебе нужно или на взлете не забыть вернуть в положение триммер. Следующая строчка, это у нас, ну, я включил как положение выключателей света. Давайте посмотрим, как они работают. Видим, выключено, включено. И давайте шасси покажу. Шасси показывает, что они сейчас up. Сейчас они выйдут и будут down. Показывала в начале down, потому что так как игра всегда начинается, когда мы стоим на земле, поэтому по умолчанию они находятся в положении вниз. И теперь у нас закрылочки, вот они. Тоже давайте посмотрим. Положение 1, 2, 3 и положение 4. Вот, собственно, так это и работает. Ну и дальше там положение до 8 есть. То есть даже если взять какой-то условный Boeing, там где 737, куча положений, то там все это будет работать. Ну, я чуть не забыл про деревянную панель самодельную, в которую я встраиваю все свои джойстики.
И заодно расскажу про плюс этой деревянной панели и про портативность. Давайте я покажу, как можно быстренько собрать этот полностью стол для игры и как это выглядит. Поехали. Ну вот, в принципе, на этом сборка завершена. Мне кажется, я рассказал о всех джойстиках. Но давайте еще общий вид сделаем. Вот так вот примерно я это вижу, когда сижу. В предыдущей версии кабины у меня был телевизор за панелью. В этой можно сделать то же самое, но я жду августа, когда выйдет обновление симулятора 10, по-моему, и там можно будет делать второй дисплей, который не привязан к первому, тогда все будет четко. И можно будет настроить независимое отображение разных видов в симуляторе на разных экранах. Также можно поставить вместо основного экрана ноутбука один iPad с Air Manager с отображением аналоговых приборов. А для полетов на 1000-й гарминке можно купить программу от Simeonic на 2 iPad, и будет Primary и Navigation Display, PFD и MFD, но это уже будет другая история и отдельное видео. А также в связи с тем, что есть Boeing 737 от PMDG для Microsoft Flight Simulator, есть идея сделать компьютер Boeing 737, так называемый FMC или CDU, и автопилот, так называемый MCP с панелью EFIS. И для этого я уже сделал закупку где-то на $40 на AliExpress, жду доставку в течение месяца-двух и буду использовать MobiFlight для настройки этих панелей. Посмотрим, что у меня получится. Естественно, я буду стараться сделать это максимально бюджетно. Ну и короткая информация про стол, на который я цепляю свою панель или кабину самолета. Вот так я постарался коротко рассказать, какой джойстик и зачем в этой игре сделан. Отдельные видео о создании каждого из джойстиков, которые вы увидите в сегодняшнем видео, будут в описании. Ну и самое интересное — это стоимость проекта. Вот список всех видео и устройств, которые я сделал, и итоговая стоимость. А также стоимость программ, которые необходимы для работы этой кабины. Ну, точнее, которые я использую. А также я использую 2 телефона и иногда iPad. Их стоимость я не буду считать, так как в современном мире, если вы собираетесь делать то, что сделал я, по идее у вас уже должен быть мобильный телефон и, возможно, у вас есть планшет. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, оставляйте комментарии, до скорых встреч.